Так, всем привет. Выкатили новое обновление от PS, и после нескольких месяцев работы над фурнитурой и в целом системой хранения решил записать видеообзор для того, чтобы полноценно уже показать функционал. Итак, начнем, наверное, пройдемся в целом по настройкам и по информации о модификации. Итак, у нас есть два типа объектов. Это у нас персональное хранилище, которое сохраняет информацию в UID каждого персонажа, и один объект показывает только соответствующее содержимое определенного игрока. Вот, то есть вы можете установить этот объект где угодно, можете установить его с помощью кита, есть под него, но данный объект разбирается админской отверткой, то есть вы берете отверточку, можете подойти, разобрать его и перетащить куда вам угодно. Как вы уже будете этим делом распоряжаться, это уже дело ваше. Точно так же можно кому-то из игроков на базу, чтобы они там не петляли на какую-то безопаску и так дальше. В общем, здесь показывается чисто содержимое игрока. Также доступна прокачка уровней, то есть вы это все дело настраиваете, у вас есть PS Level JSON файлик в Profiles DRL PS System. Вот, вы можете его настроить. Вы указываете здесь class name данного объекта. Можете прописать предметы в blacklist. Вот таким вот образом, чтобы запретить вложить какие-то предметы. В основном рекомендую прописать вот такие вот хранилища. Вот, если вы вдруг захотите, чтобы игроки носили их в инвентаре как кейсы, вот, мало ли. Вот, лучше их сюда прописать, чтобы они их сюда не закидывали, потому что тогда от фурнитуры вообще толк пропадет. Название первого уровня, то есть вот это вот название отображается вот здесь. Вы можете указать свое название, как хотите, как угодно, оно здесь будет отображаться. Количество слотов первого уровня, две настройки, которые разрешать или запрещать ложить предметы с содержимым, разрешать или запрещать ложить предметы с обвесами, то есть, допустим, тоже оружие с магазинами. Дальше идет настройка уровней. В данном случае вы можете добавлять здесь сколько угодно уровней, точно так же давать им название, указывать предмет, с помощью которого вы будете расширять уровень, и количество слотов, которые вы будете приписывать игроку в момент расширения. Это все дело записывается вот здесь, в базе данных данного хранилища. Хранится информация по персональному хранилищу, по пути MP-Mission, ваша карта, Storage 1, DRL Mods. Здесь есть Personal Storage, вы можете открыть, посмотреть. В принципе, оно все тоже забинарено для того, чтобы снизить полноценную нагрузку. Вот, если у вас есть этот предмет в инвентаре, давайте его заспавним. Если у игрока есть этот предмет в инвентаре, так, он не полный заспавнился. Так, заберем. Выбросим. Вот. Если есть этот предмет в инвентаре, вы нажимаете улучшить, предмет удаляется, и этот самый ваше хранилище, соответственно, улучшается до второго уровня. И таким вот образом вы, в принципе, улучшаете в зависимости от того, сколько вы здесь уровней прописали, сколько слотов прописали. Предметы, соответственно, вы можете прописать какие угодно. Вы можете сделать себе билетики, там, какие-то инструменты для того, чтобы расширять и так дальше. Вот, тут уже на ваше усмотрение. Далее, я думаю, что по персональному хранилищу понятно. Дальше, настройка фурнитуры. Настройка фурнитуры находится в этой же папке, называется PS Setting. И здесь уже идет настройка именно фурнитуры. То есть вы берете вот таким вот образом, вот эта настройка под одну фурнитуру, прописываете class name. Вот, вы можете создавать здесь сколько угодно там, объектов, наследовать, давать свои class name, прописываете class name, прописываете сколько слотов вы даете в ограничении, разрешать или запрещать ложить предметы
содержимым, разрешать или запрещать уложить предметы с обвесами и блэклист. В принципе, плюс-минус точно так же, единственное, что здесь без уровней. Вот, как это работает? Вы, допустим, вот у меня есть синенький ящичек, доступно 1500 слотов. Вот, видите, если у нас в данном случае было запрещено ложить контейнеры и оружие, то в данном случае у нас разрешение есть, они у нас вместо красных синенькие. То есть я могу положить контейнера, либо оружие с обвесами перенести в хранилище. Точно так же и контейнер полностью содержимым перенести. Вот. Все это дело точно так же настраивается. Вы можете отключить или запретить или разрешить это все дело, помещать. Вот. Таким образом ограничивать, допустим, какой-то определенной фурнитуре, что можно перетаскивать, что нельзя. Вот. Далее, по записи информации. У вас под фурнитуру есть отдельная папка по пути, точно так же MP-Mission карта Storage 1 DRL Mods, есть DRL фурнитура. При первом взаимодействии у вас генерируется файл с ID-шником данного объекта. Если мы откроем объект, да, здесь вот есть как раз его ID bin файла, вот, который у нас генерировался здесь, и который, соответственно, у нас есть база еще игрока, которая точно так же обновляется в зависимости от взаимодействия с объектами и записывает тот или иной объект при первом взаимодействии. Таким образом можно отслеживать, какая фурнитура принадлежит данному игроку. Вот. В самой фурнитуре у нас нету здесь кнопки улучшения. Давайте пройдемся по основному функционалу. В персональном хранилище у нас нет здесь информации, потому что, соответственно, она у нас хранится за игроком. Здесь у нас хранится за ID объекта. По функционалу самого UI у нас есть возможность проверки инвентаря, сортировки по инвентарю. То есть у нас вот здесь отображаются наши шмотки, вот, которые имеют какой-то определенные слоты, да? Вот, допустим, я контейнер заберу, у нас поместилось вот в рубашку, в штаны. Вот, если я нажму рубашку, у нас вот покажет, что у нас здесь лежит контейнер. Открою штаны, у нас здесь контейнер, соль и щелочь. Открою сумку, у нас здесь отвертка лежит. Вот, соответственно, так и есть. Вот, для того, чтобы, если вы перемещаетесь по инвентарю, чтобы вернуться обратно, вы нажимаете на значок инвентаря и возвращаетесь обратно весь инвентарь. Все это дело переведено на 17 языков, кроме голосовых уведомлений. Что за голосовые уведомления? Вот, допустим, при попытке поместить предмет, который запрещен уложить. Запрещено. Предмет содержит дополнительные обвесы или предметы. Вот, это касается контейнеров с наполнением и оружия с наполнением. Прошу прощения. Если вы, допустим, попробуете переместить предмет, который находится в блэк-листе. Сейчас, минуту буквально. Возьмем тряпки. И вот как раз к синему у нас вроде бы прописано, что тряпки запрещено ложить. Вот, я попробую. Предмет запрещено перемещать. Предмет запрещено перемещать. Вот таких вот уведомлений очень много. Допустим, если у вас инвентаря нету или инвентарь забит, вы попробуйте. Ну оружие, ладно, оружие переместится. Очень плохой пример. Сейчас я что-то закину сюда. Вот, допустим, закину контейнер. Вот, сниму рубашку. Допустим, у вас нету места, руки тоже. Руки и слоты одеваются. Если, допустим, вы курточку или оружие возьмете, вот, допустим, возьму оружие оденется мне на слот. А вот если возьму сейчас контейнер, в инвентаре недостаточно места. То в инвентаре недостаточно места. Он уведомляет голосовым сообщением, и данное сообщение, единственный момент, то что оно только на русском языке, то есть нету перевода. Нету перевода для других стран. Я думаю, что, в принципе, кто пожелает, сам для себя уже переведет.
В целом, все, сортировка вот таким вот образом. По предметам в дальнейшем планируется здесь вывести значки и просто по бейс, ну, по типу классов, вот, выводить, по типу предметов выводить сортировку, чтобы вы там могли оружие, еду, воду и так далее могли сортировать одним нажатием. Вот, что было еще сделано? В данном случае у нас, получается, есть два DLC. Первый DLC, чтобы не пришивать к основному моду, были как раз добавлены вот эти вот кейсы. Это отдельный пак фурнитуры, который входит как бы в модификацию. Просто идет отдельным ПБО. Имеет два типа стеллажа, маленький и большой, и имеет несколько видов по расцветке контейнеров. Вот. Как работает, по факту, я думаю, и так понятно, да, тут есть слоты, вот, вы их сюда размещаете. Вот, отображение и так дальше присутствует. Вот, так как есть у нас полноценный функционал виртуализации предметов, да, потому что, допустим, если в персональном хранилище вы видите только свое содержимое, то в данном хранилище все игроки видят одно и то же самое содержимое. То есть, если я сюда помещу фильтр, ваш друг сюда придет, здесь есть откат по времени небольшой, когда человек пользуется, второй, который подходит, у него здесь будет написано, что данная фурнитура занята на данный момент. Вот, пройдет время отката, он откроет, он увидит этот фильтр и сможет его забрать. Вот. Для чего вообще это сделано? Для того, чтобы полностью убрать лишние просто миллионы предметов, которые хранятся на больших базах. Вот. Ну и плюсом в дальнейшем, как и планировалось, и сейчас было сделано, была добавлена к фурнитуре кнопочка открыть, да, то есть вы можете нажать Tab, здесь нажать на кнопочку открыть, у вас открывается фурнитура через Tab. Вот, для чего это было сделано? Допустим, вы хотите полностью убрать слоты с автомобилей, да, чтобы они у вас не нагружали сервак, чтобы у вас не проседал FPS в момент, когда вы приближаетесь куда-то, или чтобы у вас вообще в целом игроки не страдали, когда они передвигаются на транспорте. Нужно полностью убрать с них лишнюю нагрузку. Лишняя нагрузка — это тысячи и тысячи предметов, которые лежат в автомобиле. Что вы просто делаете? Вы берете контейнерок, вот, и используете его как виртуальное хранилище. Ну, в данном случае доступно бесконечное количество, потому что данный объект не был прописан в сеттинг и не был ограничен по слотам. Вот, берете любой контейнер, подходите к автомобилю, вешаете его сюда и юзаете уже его спокойно как виртуальное хранилище. То есть у вас автомобиль будет полностью снят с нагрузки, и таким образом вы еще и плюсом будете иметь возможность дать игрокам сколько угодно, хоть миллион сюда слотов дать, чтобы они хранили предметы в автомобиле. Вот. Для того, чтобы обезопасить лут, да, чтобы ничего не могли своровать или какое-то все-таки было ограничение, было добавлено DLC на кодлог. То есть, если у вас, если, допустим, ваш игрок купил либо скрафтил данную фурнитуру, ему потребуется кодлог. Для персонального хранилища кодлог не нужен, потому что он открыт для всех, а вот для фурнитуры есть. То есть игрок берет кодлог в руки, ну и в принципе стандартная процедура. Я думаю, кто работал с кодлогом, шарит, что это такое. Вот здесь же есть управление, здесь же есть просмотр от администрации, смена пароля, снятие кодлока, открытие от админа, то есть чтобы можно было все это дело посмотреть и так дальше. Вот, то есть все это дело работает. Ну и, соответственно, к кнопке Open точно так же пришита этот функционал. То есть, если, допустим, где-то будет пробегать мимо игрок, автомобиль не закрыт, да, на ключ, вот, соответственно, он его сможет отсюда забрать, я думаю, это логично, но открыть он его не сможет, потому что у него потребует пароль. Вот, потому тут такой нюансик небольшой, чтобы вы просто понимали, вот, как это примерно работает.
Вот, то есть вот эта кнопка точно так же заочна, если на вашем хранилище, на вашей фурнитуре висит кодек. Вот, точно так же на базу есть возможность, вот, допустим, я унаследовал объекты от ванили к фурнитуре, вы можете унаследовать любые объекты, которые у вас имеются. Если у вас имеется какая-то фурнитура, вы можете просто-напросто унаследовать от моих объектов и таким образом получить полноценную виртуализацию вашей фурнитуры и дать игрокам возможность хранить сколько угодно предметов на их базах и не переживать за entity в мире, не переживать за то, что у вас просто-напросто сервер будет забит говном. Вот. Как влияет это все на FPS? Никак. Мы тестировали на сервере, и в момент перемещения контейнеров мы перемещали тысячные контейнеры, почти практически фуловые, ну там кто сколько забился, по факту практически под фул забивали тысячные контейнера и перемещали их туда-обратно. Вот. Результат был отличным, потому что, ну, есть небольшой вот момент, когда, да, вот... Предмет содержит дополнительные обвесы А, или предмет. мне, походу, сюда тряпочка попала. Мне, походу, сюда тряпочка попала. Да. Вот видите, тоже если в контейнере лежит тряпка, то я поместить не смогу просто-напросто. Вот, ну, как бы, вот такой вот маленький нюанс, что, да, такая мини-задержка есть, но как такового большого влияния нету. То есть она одинаковая, то есть вы поместите там 200 предметов, 300 предметов, 1000 предметов одновременно. Задержка будет одинаковой. В обратном порядке точно так же. То есть, оп, переместилась, оп, переместилась. Вот, точно так же можно перемещать, вы можете выбирать мультиплеером предметы с контейнера, и точно так же можете перемещать их отдельно. Вот, можете потом сразу контейнер переместить. Те предметы, которые лежат в контейнере, они отмечены коричневым цветом для того, чтобы как-то, чтобы было отображение, различалось. Вот, чтобы вы понимали, предметы, которые лежат после контейнера, по факту они принадлежат ему. Здесь иногда может быть небольшой сбой. То есть, допустим, если здесь лежит несколько контейнеров, иногда может произойти вот такой вот момент. Я могу забрать контейнер. Вот, предметы, которые лежат в этом контейнере, они переехали наверх. Это считывание с файла идет, немножко порядок сбивается, но если они коричневые, то понятное дело, что они находятся в контейнере. То есть, если вы переместите, они уйдут вместе с контейнером, чтобы вы просто момент такой небольшой понимали. Все, в целом работает это примерно так. То есть это полноценная фурнитура, которую вы можете предоставлять игрокам. Все объекты имеют киты, все объекты имеют установку. Игроки себе размещают, пользуются. У них в их базе, в их файле записывается информация о фурнитуре, с которым они впервые взаимодействовали, соответственно, она им принадлежит. У вас есть база в MP-Mission каждого объекта, в котором вы можете посмотреть содержимое данного объекта. Либо же, допустим, нюанс. Я планирую в дальнейшем добавить админку, да, но вот, к примеру, был у нас контейнер, да, сейчас, вот этот, допустим, был у нас контейнерок. Сейчас мы его оттянем немного, чтобы показать вам момент. Вот был у нас контейнерок, игрок. Давайте сразу я сюда сейчас помещу кейсы, чтобы побольше здесь предметов было. Вот, запомним этот номер EM90. Вот, и игрок его нечаянно про этот самый потерял, короче. Вот. И как-то там по нашей вине он его провтыкал. Мы ему должны его восстановить. Мы спавним ему новый объект. Он его открывает впервые. При этом генерируется у нас новый файл. Мы берем название этого файла, находим тот ID контейнера, который был у игрока, и переименовываем на новый. Открываем, и содержимое у нас возвращается. То
То есть вот такой вот небольшой нюансик, я думаю, я планирую в дальнейшем это все завести в админку, планируется добавиться админка, в которой это все можно будет делать через панель, но в данном случае вот таким вот образом, чтобы вы понимали, что возможно это все дело восстановить. Вот, так что в принципе все. Основной функционал я показал, объяснил нагрузку, что по нагрузке и как это все дело работает. Так что ссылка в описании на Discord. Пишите. Всем пока.